Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим ринотрахеид кошек. По-другому это заболевание еще называется герпес-вирусной инфекцией кошек, потому что вызывается герпес-вирусом. Ринотрахеидом болеют кошки всех возрастов, независимо от пола, но особенно уязвимы котята. При герпесе в основном поражаются верхние дыхательные пути и глаза, потому что вирус размножается в эпителиальных клетках верхних дыхательных путей и конъюнктивы. А еще вирус локализуется в нейронах. Инфицирование нейронов позволяет вирусу длительно сохранять жизнеспособность после первичной инфекции. Это значит, что если вирус попал в организм кошки, то даже после клинического выздоровления он буквально баррикадируется в нейронах. И его оттуда ничем не выбить. Хотя сам по себе вирус во внешней среде неустойчив и легко инактивируется практически всеми доступными дезинфектантами. Переболевшая кошка постоянно выделяет вирус в окружающую среду. При этом у такой кошки нет никаких симптомов болезни. Но как только у кошки снижается иммунитет, то вирус сразу же активируется. И он снова начинает размножаться в привычных ему эпителиальных клетках верхних дыхательных путей и конъюнктивы. У кошки, которая заболела ринотрахеидом, сначала появляется апатия, вялость, покраснение и отечность слизистых носа и горла. Появляются водянистые или слизистые выделения из носа. Кошка начинает чихать и кашлять. Слизистые оболочки глаз воспаляются и появляются выделения из глаз, которые сначала жидкие и прозрачные, а потом становятся густыми и гнойными, так как обсеменяется бактериальной микрофлорой. При этом кошка начинает бояться яркого света и старается где-то забиться в укромный уголок. При дальнейшем развитии ринотрахеида эти симптомы усугубляются. В тяжелых случаях могут наблюдаться помутнение роговицы, язвенный кератит, бронхопневмония. Может наблюдаться атония кишечника, приводящая к частым запорам. Больная кошка худеет, у нее наблюдается координация движений и другие расстройства со стороны центральной нервной системы. Болезнь может протекать как в острой, так и хронической форме. Продолжительность острого заболевания обычно не превышает 1-2 недель и, как правило, заканчивается полным выздоровлением. Хронический же ринотрахеид может продолжаться до 1,5 месяца и дольше, с периодами обострения и ремиссии. То есть кошке становится то лучше, то хуже. Хроническая форма герпеса, кстати, наиболее опасна. При длительном течении заболевания защитные силы организма постепенно истощаются, и это приводит к развитию хронических ринитов в результате повреждений носовых раковин, а также к язвам роговицы и закупорке даже слезного канала. У кошек, переболевших ринотрахеидом, развиваются хронические кератиты и конъюнктивиты. Нередко у переболевших кошек периодически появляются дерматиты морды и стоматиты. Именно своими последствиями и опасна герпес-вирусная инфекция. Следует помнить, что вирус герпеса есть практически в организме у всех кошек, в том числе и у тех кошек, которые никогда и клинически не болели ринотрахеидом. Это первое. А второе, что основной причиной возникновения ринотрахеида у кошек есть ослабление иммунитета. Иммунитет у кошек может снижаться по многим причинам. Но основные причины снижения иммунитета у кошек — это стресс и несбалансированное питание. Как только наблюдается снижение иммунитета у кошки, то сразу же следует ожидать и проявление герпес-вирусной инфекции. Особенно опасно снижение иммунитета у маленьких котят. У них болезнь протекает особенно тяжело. Что еще важно знать о ринотрахеиде? Может, клиника будет не так ярко проявляться, но болезнь будет. Да, от герпес-вирусной инфекции есть вакцины, но, увы, они не формируют сильный иммунитет. Вакцинация обеспечивает защиту только против возникновения клинических симптомов болезни, но не от самой инфекции. Это значит, что если кошка привита, но произошло снижение иммунитета, то заболевание все равно может возникнуть. Но протекать оно будет в более легкой форме. Большинство существующих в настоящее время вакцин скомбинировано с вакциной против калицивероза кошек. Потому что ринотрахеид или герпес-вирусная инфекция очень часто протекает вместе с калициверозом. Но я еще раз повторяю, что вакцинация не дает полной защиты против ринотрахеида. То есть вакцины вызывают лучший иммунный ответ, снижающий тяжесть заболевания, но не защищают от заражения.
Если иммунитет у кошки будет ослабленным, то герпес все равно проявится. И вся надежда только на то, что вакцинация как-то снизит проявление клинических признаков. Но я считаю, что в любом случае вакцинировать кошек от герпеса надо. Тем более, что отдельной вакцины от ринотрахеита-то и нет. Как я уже сказал, что она идет в составе комплексных вакцин. В следующем видео я более подробно расскажу о схеме лечения ринотрахеита. Лечение ринотрахеита направлено на купирование симптомов заболевания, уничтожение герпес-вируса и укрепление иммунитета животного. В принципе, это не очень сложно, подходы стандартные, как при лечении других вирусных инфекций кошек. Я расскажу об этом. Цель данного видео – донести до зрителя несколько очень важных моментов. Первое, что ринотрахеит – это очень серьезное заболевание у кошек. И несмотря на то, что в большинстве случаев герпес-вирусная инфекция протекает легко, она может привести к очень серьезным последствиям, которые потом придется лечить, может быть, даже всю оставшуюся жизнь. Второе. Это то, что вирус герпеса есть практически в каждом кошачьем организме. Избавиться от вируса носительства невозможно. Для запуска заболевания надо только снижение иммунитета организма ниже определенного уровня. Методов же идентификации скрытой инфекции на данный момент нет, поскольку вирус, который локализуется в нейронах, не реплицируется, то есть не размножается. А раз так, то и не определяется даже методом ПЦР. И третье. Необходимо помнить, что никакая вакцина от ринотрахеита не обладает высокой эффективностью. Поэтому выход тут только один – заботиться об иммунной системе кошки. Хотя и вакцинация тоже не будет лишней. Вакцинировать котят надо вовремя. Но тут есть такой момент, что самое раннее, что мы можем сделать котенку, обеспечить ему иммунитет, это только к 3-месячному возрасту. Вакцинация проводится двукратно. Первый раз вакцинация кошек проводится в возрасте 8 недель, а затем через 3-4 недели. Раньше вакцинировать нельзя, так как материнские антитела могут блокировать эффект вакцины. Но тут есть такой момент, что к 8-недельному возрасту уровень материнских антител становится очень низким. И котята становятся очень уязвимыми в возрасте от 4 до 8 недель. И болезни у них протекают очень тяжело. И один из вариантов защиты котят – это вакцинировать кошек до спаривания, чтобы они передавали котятам больше антител через молозиво. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать о ринотрахеите кошек в этом видео. Здоровья вам и вашим кошкам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!